Сегодня мы снова поговорим о войне в Иране, а точнее о том, чем Иран может ответить на удары США и Израиля. Война для Ирана идет не очень хорошо. Прежний Айтала убит, новый, похоже, ранен, воздух контролируют израильские и американские ВВС, а бомбежки Бахрейна заметных результатов не приносят. Но география дала Ирану отличный инструмент для давления на весь мир. И они его уже используют. Речь об Ормузском проливе, важнейшем морском пути к югу от Ирана. Через него плывет огромная доля всей мировой нефти. И этот пролив Иран собирается закрыть. Прежде чем перейдем к основному разговору, напомню две вещи. Во-первых, у нас инструкция по обходу блокировок в описании. Во-вторых, у меня есть проект Relocats, который помогает переехать в другую страну. Раньше это был просто сайт с систематизированной информацией, где можно сравнивать страны по разным параметрам. А теперь Relocats также помогает консультациями и с оформлением ВНЖ, ПМЖ или гражданства других стран. Если собираетесь переехать, обращайтесь. Ссылка в описании. Начинаем. Ормузский пролив соединяет Индийский океан, то есть открытые моря, с Персидским заливом. Это единственный морской путь в мировой океан для Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта и Ирака. У Саудовской Аравии есть противоположное побережье на Красном море. У Ирана порт в Индийском океане, уже за проливом. Ну и выход в Каспий на всякий случай. Очевидно, Персидский залив для торговли важен не первый век. Ирана еще на карте мира не было, а торговля через Ормуз шла уже вовсю. В 20 веке залив стал критически важен для всего мира. Так геологически сложилось, что именно на дне Персидского залива и под его побережьями огромные запасы нефти и природного газа. Все страны, которые я только что перечислил, лидирующие добытчики и экспортеры нефти. На их ресурсах держится без преувеличения вся мировая экономика. Вот только нефть надо как-то развозить, и самый эффективный и логичный способ – судоходный. Поэтому все страны Персидского залива используют нефтяные танкеры, и те в океан добираются через Ормузский пролив. Этому бутылочному горлышку в мировой торговле альтернативы либо не существует, либо не рассматривается, больно дорого и долго. В мире есть и другие бутылочные горлышки. Босфор и Дарданеллы между Черным и Средиземным морями, Баб-эль-Мандебский пролив Красного моря, Панамский канал и, конечно же, Суэцкий. Возможно, вы помните, как именно в нем почти ровно 5 лет назад застрял контейнеровоз Ever Given. Тогда с обеих сторон выстроилась колоссальная очередь из кораблей, а компании-перевозчики понесли огромные убытки. Так вот, тот кризис покажется пшиком, если Ормузский пролив все же перекроют. Ведь закрыть его значит нанести серьезный урон экономике не только Запада, но и вообще всех стран мира. И похоже, это уже происходит. Когда Израиль и США только начали наносить удары по Ирану, стало понятно, что обычными методами Иран победить их не сможет. По крайней мере, в такой войне, когда стороны обмениваются воздушными атаками, у Ирана никаких шансов. Конечно, Иран начал в ответ бомбить американские базы в регионе и по какой-то неведомой причине Дубай, но с уроном, нанесенным иранской армией и ее лидерам, это никак не сравнится. Поэтому в Иране довольно быстро смекнули. Пора прибегать к серьезным мерам – перекрыть Ормузский пролив. На первый взгляд задача кажется нетривиальной. Там же нет каких-то ворот в море. Да, это хоть трижды может быть бутылочное горлышко в масштабах планеты, но в реальности это пространство огромное. Уж точно не канал имени Москвы. На деле же закрыть пролив оказалось довольно легко. Нужно просто начать палить. Чем Иран и занялся. С начала войны обстрелял уже 18 кораблей, проходивших через Ормузский пролив, в том числе нефтяные танкеры и контейнеровозы. Один из кораблей, следовавший в Индию, по словам индийских властей, атаковали морским беспилотником. Ну и все, этого уже достаточно. Сдерживающий эффект включился моментально. Никакие компании не будут отправлять свои корабли через пролив, если в любой момент по палубе могут жахнуть ракеты из приветливых берегов Исламской Республики. Мало того, что перед экипажем как-то неловко, так еще и терять корабль гораздо дороже, чем держать его застрявшим в Персидском заливе. Поэтому сейчас через Ормузский пролив действительно практически никто не идет. Поставки нефти остановились. Все сидят и ждут, что будет дальше. Помимо этого, именно проход для кораблей не такой уж и широкий. Самая узкая часть пролива 39 километров, примерно как из центра Москвы до славного города Троицк.
Вот только идти танкеры могут исключительно в центральной части, потому что ближе к берегам море слишком мелкое. Поэтому для пущего эффекта Иран может пролив просто заминировать, чтобы не переводить весь свой арсенал на пакость глобального масштаба. Все крупные корабли иранского флота американцы и израильтяне уже потопили, но у Ирана есть достаточно маленьких судов и лодок, которых тут хватит за глаза. Да и на саму операцию много ума не надо. Приплыл, сбросил в море мину и уплыл. Будут ли США и Израиль этому препятствовать? Ну, конечно, будут. Но ловить мелкие лодки в разы сложнее, чем разбомбить большие корабли, которые легко обнаружить. Поэтому опасность минирования сохраняется. Это не первый раз, когда Ормузский пролив становится опасным для торговли. В 80-х, во время Ирано-Иракской войны, обе стороны закрывали части пролива и Персидского залива, а по нарушителям режима стреляли. Доставалось кораблям и танкерам из всех стран, а не только принадлежащих Ирану и Ираку. Ну и за прошедшие десятилетия военные способности Ирана только выросли. У них стало больше ракет и появились дешевые дроны, те же шахеды, которыми можно лупить по проходящим кораблям без особых проблем. Поэтому и блокада будет более эффективной, чем ранее. Соответственно, вопрос этот обязательно надо как-то решать. Как именно его вообще можно решить и как собираются, расскажем после небольшой рекламы. Сейчас очень многие для путешествий удаленно оформляют себе карты зарубежных банков. И бывают они разных видов – виртуальные и пластиковые. У них функционал немного отличается. Что стоит учитывать при оформлении карты? Поэтому у компании SkyCards, которая дистанционно оформляет зарубежные карты, есть 3 разных предложения под потребности клиента. Первое, самое популярное, для поездок за границу. Для аренды автомобиля, бронирования отелей. Второе, для оплаты подписок и сервисов. Третье, для жизни за рубежом и регулярных переводов. Еще доступен семейный тариф. Если вы хотите оформить карту еще и члену семьи или другу, это будет гораздо выгоднее. Проконсультируйтесь с менеджером, чтобы узнать подробности и подобрать подходящую карту. Оформят ее всего за несколько дней по заграннику или внутреннему российскому паспорту и доставят в любую страну, где бы вы ни находились. Приложение банка, кстати, доступно на русском языке. Карту любого тарифа можно будет привязать к Apple или Google Pay, а пополнять прямо с российского счета по выгодному курсу. Нам такую карту тоже сделали. Мы протестировали. Все работает. Вот она. Важная деталь. Оформление происходит только по предоплате. Однако, если счет по какой-то причине не откроют, SkyCards вернет деньги. Переходите по ссылке в описании и активируйте скидку до 30% на услуги SkyCards по промокоду CATS. Ну или назовите его менеджеру на консультации, где вы сможете сразу подобрать тариф и задать вопрос. Ссылка для связи с менеджером в описании. Продолжим. Как пишут американские журналисты, закрытие пролива для администрации Дональда Трампа стало сюрпризом. Конечно, американские аналитики в Пентагоне и Белом доме прекрасно понимали, что иранцы могут что-то такое устроить. Но Трамп ожидал быстрой победы над режимом Аятолл, а потому полагал, что вопрос пролива даже не успеет подняться. Успех у американской компании, конечно, имеется, но 3-дневной операции не получилось. Режим остался на месте, запасы оружия у них еще имеются, и на очевидный следующий шаг по закрытию пролива Иран действительно пошел. Конечно, руководство государств обладают стратегическим мышлением, иногда, и всегда готовы к подобным угрозам. На черный день многие страны создали собственные запасы нефти. Огромные базы, где ресурсы копятся на случай каких-то форс-мажорных обстоятельств. Чтобы, когда поставки нефти остановятся, просто открыть клапан в больших баках и тратить запас. Ровно так сейчас и делают. Для лучшей координации западные страны давно создали специальную организацию – Международное энергетическое агентство. Там состоят страны Европы, США, Канада, Япония и многие другие. И вот это агентство объявило, что все страны вместе выпускают на рынок из своих запасов аж 400 миллионов баррелей нефти, и это рекорд. Прежде самый большой выпуск был на 183 миллиона баррелей в 2022 году, когда начался энергетический кризис из-за российского вторжения в Украину. 400 миллионов кажется огромным числом. Рекордные объемы нефти выпускаются и есть подушка безопасности. Но на самом деле этого мало. Все 400 миллионов – это столько же нефти, сколько проходило через Ормузский пролив за 16 дней. А в масштабах общей глобальной добычи нефти это и вовсе 4 дня.
Более того, сам выпуск нефти из хранилищ занимает время. Министр энергетики США Крис Райт сказал, что их долю запасов, 172 миллиона баррелей, на рынок будут отправлять аж 120 дней. В общем, получается, что подушка безопасности есть, но не такая уж и существенная. И тут остается лишь надеяться, что война с Ираном закончится быстро. На рынках это все прекрасно знают и понимают, поэтому новость об открытии резервов на цену нефти не особенно повлияла. Она продолжила расти. Еще один вариант – качать нефть по нефтепроводам к другим портам и странам, как это делает Россия. Но нефтепроводов просто нет. Кроме Саудовской Аравии, у которой есть выход к Красному морю, и всего один нефтепровод, который всех объемов нефти на танкерах никак не заместит. Виной такого скудного нефтепроводного положения снова геология и чуть-чуть экономика. Нефтяные и газовые месторождения в Саудовской Аравии находятся именно на востоке, вокруг Персидского залива. Поэтому массовым строительством нефтепроводов никто не озаботился. Гнать нефть через весь Аравийский полуостров просто лишено смысла. В общем, альтернативы Персидскому заливу, тем более той, что можно сразу пустить в работу, нет. Нефтепроводы за месяц не построишь. Поэтому остается только один вариант – идти напролом, то есть открывать Ормузский пролив силой. И на днях Трамп начал предпринимать шаги ровно в этом направлении. Первым шагом стало, естественно, склонение Ирана к переговорам. В ночь с 13 на 14 марта американская армия нанесла мощный удар по иранскому острову Харк у северного берега Персидского залива. Харк – остров стратегически важный. Иран свою нефть тоже активно экспортирует и от этих доходов активно зависит. А на Харке находится главный нефтяной терминал Ирана, через который на танкеры грузится аж 90% всего иранского нефтяного экспорта. Еще на острове большое хранилище имеется. Как говорит Трамп, именно нефтяную инфраструктуру на острове бомбить специально не стали, а ударили только по военным объектам. Но, если что, по нефтехранилищам тоже прилетит. Сейчас, во время блокады, иранская нефть через Ормузский пролив следует нормально. Как вы понимаете, сами себя иранцы не бомбят. Вам тут не Воронеж. Соответственно, смысл ударов по Харку – напугать иранцев и пригрозить, что если они не откроют пролив для чужих танкеров, то их собственному экспорту и доходам тоже кранты. Конечно, проблема с этим планом в том, что иранцы вполне могут не испугаться. Стратегия иранского руководства сейчас выглядит так, будто они настроились просто творить хаос, даже если их собственные доходы и стабильность режима будут под угрозой. В общем-то, они и так под угрозой. В общем, вероятность того, что иранцы реально пойдут навстречу из-за угрозы острову Харк, когда им там все руководство перебили и продолжают с этим, невысокая. И вот теперь появляется другая возможность – наземная операция. Дональд Трамп в своей президентской кампании миллион раз говорил, что не будет никуда отправлять американских солдат. Он там много чего говорил. В принципе, теоретически он это обещание уже нарушал, когда проводил операцию по захвату президента Венесуэлы Мадуро. Но тогда ни один американский солдат не погиб, что всем, естественно, понравилось. С Ираном так не выйдет, а вероятность отправки войск растет. В ночь с пятницы на субботу стало известно, что Трамп отправляет на Ближний Восток экспедиционный отряд морской пехоты. Это подразделение из 2500 морпехов. Такого числа солдат, естественно, не хватит ни для какого нормального вторжения на иранскую территорию. Поэтому сейчас популярна версия, что морпехи будут захватывать именно остров Харк с его нефтяной инфраструктурой. Это лишит Иран практически любой возможности экспорта нефти. Но также будет крайне опасно. Даже при успешной операции Харк останется очень близко к материковому Ирану, откуда до него достают самые обычные иранские РСЗО, аналоги градов. Дешевые ракетные системы на грузовиках, обстрелы с которых отразить практически нереально. Опция просто угрожать бомбить остров и даже действительно разбомбить выглядит гораздо лучше, чем захватить его и пытаться удерживать. Ну а что последует за этим, неизвестно. Чтобы по-настоящему убрать иранскую угрозу кораблям в Ормузском проливе, нужно будет захватывать уже иранское побережье. А это даже звучит как настоящая большая война. Популярной среди уставших от войн американцев она не будет. И успех тоже не гарантирован. Конечно, США технически Иран превосходят, но мы уже много раз видели, во что превращаются американские войны на Ближнем Востоке. Стоит отметить, что одновременно с этим другие страны, не участвующие в войне, начинают думать о себе. Иран заявил, что готов пропускать танкеры, если нефть на них оплачена в китайских юанях. Явный шаг к задабриванию Китая и ослаблению Америки.
Financial Times пишет, что Франция ведет отдельные переговоры с Ираном, чтобы тот пропускал именно французские корабли. С Индией, похоже, у Ирана уже есть какая-то сделка подобного рода. И Иран будет только рад подобным переговорам, чтобы дипломатически ослабить США и Израиль, и на сдачу настроить западные страны друг против друга. Словом, открыть пролив может и не получится. Но какие у этого будут последствия? Действительно ли Ормузский пролив – это прям инструмент возмездия и ахиллесова пята всего мира? Так-то дело не только в нефти. Запертый в Персидском заливе Катар, например, производит целых 36% мирового гелия. Гелий нужен не только для воздушных шариков и смешного голоса. Его используют в производстве компьютерных чипов, оптоволоконных кабелей, машин для МРТ, в общем, для многих продвинутых технологий. Помимо этого, Оман и Саудовская Аравия – крупные источники удобрений. Это напрямую влияет на производство еды. Но в первую очередь дело, конечно, действительно в нефти. Через Ормузский пролив проходят целых 20% всех ее поставок. Конечно, это только доля рынка, но все мировое потребление нефти заточено под безостановочные поставки. Поэтому остановка танкеров из Персидского залива – кратчайший путь к резкому росту цен на нефть и всего, что из нее производят. Собственно говоря, скачок уже произошел. Нефть марки Brent, которая считается международным стандартом, уже дошла до 103 за баррель, что аж на 40% выше, чем было до начала ударов по Ирану. Последний раз нефть столько стоила в августе 22-го. Сами иранцы угрожают, что скоро нефть будет стоить аж $200 за баррель. И для таких оценок, в общем-то, есть основания. Перед кризисом 2008-го нефть доходила до 211, если пересчитать с учетом инфляции с тех пор. А тогда Ормузский пролив был открыт, и танкерам никто не угрожал. Сейчас может быть хуже. Самое очевидное последствие для обычных людей – это, конечно, рост цен на бензин. В Америке цены уже скакнули на 20%. В Азии, куда в основном и доставляют нефть из Персидского залива, все плачевнее. В Пакистане из-за роста цен на топливо перешли на 4-дневную рабочую неделю. В Европе дизель подорожал в 2 раза, а природный газ на 43%. Из нефти также, естественно, производят авиационное топливо, из-за чего начали дорожать и цены на авиабилеты. Также из нефти производят множество других товаров, от асфальта до синтетических тканей. И если ситуация скоро не разрешится, все это начнет дорожать. Чисто теоретически есть страна, которая от мирового нефтяного кризиса могла бы выиграть. Это, конечно же, Россия. Но и у нас никаких позитивных эффектов пока не наблюдается. Рубль в последние дни снова начал падать, а правительство России, несмотря на ожидаемый прилив денег, собирается урезать все части бюджета, кроме оборонки и самых важных социальных трат. Западный же мир совсем недавно сталкивался с проблемами в поставках нефти и газа, и это оказалось для него большой проблемой. С российских нефти и газа страны Европы слезали долго и с кряхтением. Нынешний же кризис в Ормузском проливе может ударить серьезней. Иранский режим в войне сдаваться, похоже, не собирается. Америка и Израиль отступать тоже не хотят. И к чему приведет эскалация войны, о которой уже говорят, предсказать очень сложно. Посмотрим. До завтра.